Представьте себе лягушку, которая ломает себе кости, чтобы выпустить когти. Паука, чья паутина прочнее бронежилета. И существо, которое может пережить 18 минут без кислорода. Это не научная фантастика, это реальные суперспособности, которые существуют в животном мире прямо сейчас. Сегодня мы разберем 10 самых невероятных из них. В мутных водах реки Амазонки обитает хищник, который разработал один из самых необычных и эффективных способов охоты. Это электрический угорь, который, несмотря на свое название, на самом деле является рыбой, а не угрем. Его тело — это настоящая живая электростанция. Около 80% его организма занимает 3 пары специализированных электрических органов, состоящих из тысяч видоизмененных мышечных клеток, называемых электроцитами. Работая синхронно, как батарейки, соединенные последовательно, они способны генерировать мощнейший электрический разряд. Сила этого разряда у взрослой особи может достигать 600, а по некоторым данным и 860 вольт. Это в несколько раз больше, чем напряжение в бытовой розетке. Такого удара достаточно, чтобы оглушить или убить рыбу, амфибию и даже такое крупное животное, как кайман или капибара. Но угорь использует электричество не только для атаки. Он также испускает слабые низкочастотные разряды, создавая вокруг себя электрическое поле. Любое живое существо, попавшее в это поле, искажает его, что позволяет угрю видеть и ориентироваться в мутной воде, как с помощью радара, обнаруживая добычу, скрытую в иле. На острове Мадагаскар обитает паук, который создает самые большие и самые прочные паутины в мире. Это паук Дарвина. Это небольшой паук, размер которого редко превышает 2 см, является создателем гигантских инженерных сооружений. Он плетет свои сети над реками и озерами, прикрепляя несущие нити к ветвям деревьев на противоположных берегах. Длина такой несущей нити может достигать 25 метров. Сама же ловчая сеть или колесо может иметь площадь до 2-3 квадратных метров. Но самое невероятное — это материал, из которого сделана эта паутина. Шелк паука Дарвина на сегодняшний день считается самым прочным биоматериалом, известным науке. Исследования показали, что его прочность на разрыв в 10 раз выше, чем у кевлара, материала, который используется для создания бронежилетов. Одна единственная нить этой паутины прочнее нити стали того же диаметра. Эта невероятная прочность позволяет его гигантским сетям выдерживать не только порывы ветра над рекой, но и удары крупной добычи, такой как стрекозы и даже мелкие птицы. Ученые активно изучают структуру этого шелка в надежде однажды воссоздать его искусственно для применения в медицине и промышленности. Под землей в засушливых районах Восточной Африки живет существо, которое ломает практически все известные законы биологии млекопитающих. Этот небольшой грызун, ведущий подземный образ жизни в сложных колониях, похожих на муравейники, обладает набором невероятных суперспособностей. Во-первых, он практически не стареет. В отличие от других грызунов, которые живут 2-3 года, голый землекоп может прожить до 30 лет, сохраняя до самого конца здоровье и способность к размножению. Во-вторых, он обладает уникальной устойчивостью к раку. За десятилетия наблюдения за тысячами особей в лабораториях у них не было зафиксировано ни одного случая естественного возникновения онкологических заболеваний. Их клетки имеют сверхэффективные механизмы защиты от повреждений. Но самое поразительное — это его адаптация к жизни под землей, где мало кислорода. Голый землекоп может выжить при полном отсутствии кислорода до 18 минут, впадая в состояние, похожее на анабиоз. И вдобавок ко всему он не чувствует боли от порезов, ожогов и даже от контактов с кислотой. Это одно из самых живучих и странных существ на нашей планете. В озерах недалеко от Мехико обитает существо, которое, кажется, взломало код самой жизни и нашло секрет вечной молодости. Это аксолотль. Эта удивительная амфибия обладает редкой биологической чертой, которая называется неотения. Это означает, что аксолотль никогда по-настоящему не взрослеет. Он достигает половой зрелости и проводит всю свою жизнь в стадии личинки, сохраняя свои внешние жабры, похожие на перья и миловидную детскую внешность. Он настоящий Питер Пен животного мира. Но его главная суперсила, которая поражает ученых по всему миру, это абсолютная регенерация. Аксолотль способен восстановить практически любую утраченную часть своего тела, не оставляя при этом даже шрама. Если он теряет лапу, хвост или палец, на их месте вырастает абсолютно новая полноценная конечность. Но и это не предел. Его регенеративные способности настолько совершенны, что он может восстанавливать поврежденные участки жизненно важных органов, включая спинной мозг, сердце и даже части своего головного мозга. Эта уникальная способность делает его одним из самых изучаемых животных в мире, в надежде однажды применить эти знания в медицине.
Большинство ночных хищников полагается на слух или обоняние, но гремучая змея разработала совершенно иное, почти инопланетное чувство, которое позволяет ей видеть в абсолютной темноте. Помимо обычных глаз, у нее на морде между глазом и ноздрёй расположена пара специальных ямочных органов. Это высокочувствительные терморецепторы, которые работают как встроенный биологический тепловизор. Эти органы способны улавливать инфракрасное излучение, то есть тепло, которое исходит от любого теплокровного животного. Они настолько чувствительны, что могут заметить разницу температур всего в 0,003 градуса Цельсия. Мозг змеи обрабатывает информацию от глаз и от этих тепловых ямок одновременно, создавая две картинки мира, одну визуальную, а другую тепловую. Накладывая их друг на друга, змея получает объемное изображение окружающей среды, где ее потенциальная добыча, например мышь, светится ярким пятном на холодном фоне. Это позволяет гремучей змее с невероятной точностью наносить удар в полной темноте, ориентируясь не на то, что она видит, а на тепловой след своей жертвы. В тропических морях обитает существо, обладающее, возможно, самым быстрым и разрушительным ударом в животном мире. Это рак-богомол. Существует два типа этих ракообразных: копейщики и молотобойцы. И именно молотобойцы довели свое оружие до физического предела. Их передние конечности или рапторные лапки работают как пружинные молоты. Когда рак-богомол наносит удар, его молот разгоняется с ускорением, сопоставимым с пулей 22-го калибра. Скорость настолько велика, что вода вокруг его клешни буквально вскипает. Этот процесс называется суперкавитация. В результате удара образуется не одна, а две ударные волны. Первая от самого физического удара, а вторая возникающая через долю секунды от схлопывания кавитационного пузыря. Температура внутри этого пузыря на мгновение достигает нескольких тысяч градусов Цельсия, и его схлопывание порождает звуковую волну и вспышку света. Сила этого двойного удара такова, что рак-богомол способен разбивать прочные раковины моллюсков, панцири крабов и даже закаленное стекло аквариумов. В животном мире существует множество способов защиты: яд, камуфляж, панцири. Но одно существо из тропических лесов Камеруна разработало, возможно, самый жуткий и саморазрушительный защитный механизм. Это волосатая лягушка. Свое название она получила за странные, похожие на волосы, кожные наросты у самцов в брачный период. Но ее настоящая уникальность в другом. У этой лягушки нет обычных когтей. Вместо этого она обладает скрытым оружием, похожим на способности героя комиксов Росомахи. Когда лягушка чувствует смертельную угрозу, она активирует этот механизм. С помощью мощного сокращения мышц она намеренно ломает кости на кончиках своих пальцев. Острые, как иглы, обломки этих костей затем протыкают кожу на подушечках пальцев изнутри, превращаясь в импровизированные, но очень эффективные когти. Этими когтистыми шипами лягушка наносит нападающему хищнику глубокие и болезненные раны, заставляя его отступить. Ученые до сих пор не до конца понимают, как она втягивает эти когти обратно. Скорее всего, они просто пассивно втягиваются, когда мышцы расслабляются, а поврежденные ткани затем регенерируют. Это один из самых экстремальных примеров самопожертвования ради выживания. Многие насекомые используют для защиты яды или неприятные запахи, но жук-бомбардир вывел эту концепцию на совершенно новый экстремальный уровень. Его защитный механизм по-настоящему двухкомпонентная химическая пушка. На кончике брюшка у жука находится сложная система из двух отдельных желез. В одной железе хранятся гидрохионы, а в другой пероксид водорода. По отдельности эти вещества относительно безвредны. Однако, когда жук чувствует угрозу, например от лягушки или паука, он сокращает мышцы, которые впрыскивают эти два реагента в толстенную камеру сгорания. Там специальные ферменты мгновенно запускают бурную химическую реакцию. Эта реакция выделяет огромное количество тепла, и смесь нагревается до температуры кипения 100 градусов по Цельсию. Образовавшееся давление с громким хлопком выстреливает через специальное сопло, обжигающее едкой струей прямо в лицо нападающему. Жук может произвести до 20 таких выстрелов подряд, поворачивая кончик брюшка в любую сторону с невероятной точностью. Это одно из самых сложных и эффективных защитных орудий в мире насекомых. В океане существует множество способов защиты, но мало какой из них так же эффективен и радикален, как механизм рыбы-ежа, также известного как иглобрюх. На первый взгляд это медлительная и неуклюжая рыба, но при малейшем признаке опасности она активирует свою главную суперспособность. У нее невероятно эластичный желудок, и она способна за считанные секунды заглотить огромное количество воды, раздуваясь в несколько раз и превращаясь в большой, почти идеальный шар. Длинные острые шипы, которые в спокойном состоянии прижаты к телу, встают дыбом, делая этот шар практически неуязвимым для пасти
пасти хищника. Но даже если какому-то хищнику удастся прокусить эту оборону, его ждет второй, гораздо более смертоносный сюрприз. Кожа и внутренние органы рыбы и ежа содержат тетродоксин, один из самых мощных нейротоксинов в природе. Он в 1200 раз токсичнее цианида, и яда, содержащего в одной рыбе, достаточно, чтобы убить до 30 взрослых людей. Противоядия от него не существует. Это сочетание физической и химической защиты делает рыбу и ежа одним из самых неприступных созданий в океане. И, наконец, существо, которое является воплощением абсолютной скорости. И это не гепард, бегающий по земле. Это хищник, который использует для атаки самую мощную силу на планете – гравитацию. Это сокол-сапсан. В обычном горизонтальном полете он ничем не примечателен. Но когда этот орел видит добычу с огромной высоты, он начинает свою коронную атаку – вертикальное пике. Он складывает крылья, превращая свое тело в идеальную аэродинамическую каплю и буквально падает камнем вниз, полностью отдавая силе притяжения. В этот момент его скорость достигает абсолютно безумных рекордных значений до 386 км в час. Это быстрее, чем максимальная скорость болида Формулы-1. Чтобы выжить при таких перегрузках, его тело — это шедевр инженерной мысли. Чтобы его легкие не разорвало от чудовищного напора воздуха, у него в ноздрях есть специальные костные выступы, которые работают как рассекатель на реактивном истребителе, замедляя и завихряя поток. А его глаза защищены третьим полупрозрачным веком, которое работает как встроенные авиационные очки, очищая их от мусора и позволяя не терять цель из виду. Это не просто охота, это управляемый полет на грани физических возможностей. Какой из этих 10 видов впечатлил вас больше всего? Напишите свое мнение в комментариях, это лучший способ поддержать канал. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк. И, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить наши следующие видео.